Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В сегодняшнем видео хочу показать, как связать очень быстро и просто сумку крючком из полиэфирного шнура. Она очень простая, но при этом стильная, вместительная и функциональная. Мне потребуется 3 мотка полиэфирного шнура. У меня шнур карамель, цвет айвори. В 200 граммов 75 метров. Шнур без сердечника. Также я приготовила 2 ручки из искусственной кожи по 50 сантиметров и клапан-застежку. Потребуется также крючок 5 миллиметров, маркер и ножницы. Все необходимые ссылки на интересные для вас ролики, а также на продавца-производителя данной пряжи вместе со своим промокодом на скидку я оставляю в инфобоксе под этим видео. Приступим к вязанию. Для получения идеально ровного вязаного полотна я установила мой моток на опору. У меня такая клубочница. Видео по ее изготовлению я добавляю для вас сейчас здесь прямую ссылку, а также добавлю в инфобокс. Пряжа будет поступать в вязание ровно в том ленточном виде, как она намотана на клубок, без перекрутов. Итак, я создаю первую петлю. Набрасываю нить на крючок, оставляю перед работой край нити, подхватываю рабочую нить и протягиваю в образовавшуюся петлю. Первая петелька готова. Создаю из 23 воздушных петель цепочку. — 23 петли готово. Вязать я буду в заднюю перемычку. Вставляю крючок вот так. Итак, мне нужно 23 петли для провязывания. Я еще раз себя проверяю. Делаю одну петлю подъема, 24-ю, переворачиваю. Эту петлю подъема пропускаю, в нее крючок не вставляю. Начиная со второй, провязываю в заднюю перемычку столбики без накида. Первый, второй и так до 23-го. Готово. Здесь вначале я распускаю узелок и подтягиваю нить. И в эту 23-ю точку провязываю еще 3 столбика, вместе 4, и поворачиваю вязание на другую сторону. Подтягиваю еще раз ниточку, увожу ее наизнанку и сейчас буду ввязывать в полотно. Продолжаю вязать по другой зеркальной стороне в ту же точку, в которую вязала по той стороне. В моем случае получается, что я вставляю крючок в полную косу за обе дужки. Точно так же обычные столбики без накида. Вяжу до поворота. Я довязала до конца ряда. Здесь у меня петля подъема. Вставляю крючок в обе дужки и провязываю в одну точку 4 столбика без накида. Первый, второй, третий. И сюда же 4-й. С этого момента я перехожу на вязание основного узора. Крючок я буду вставлять в заднюю полупетлю. Но если я подхвачу только ее,
полотно может иметь отверстия, небольшие просветы. Мне это не нужно, поэтому я подхватываю и заднюю перемычку этого столбика, в который вставляю крючок, и провязываю столбик без накида. Следующее то же самое: задняя полупетля и перемычка. Так буду вязать по спирали все полотно сумки. Подхватываю 2 нити и провязываю столбик. Я подошла к моему повороту. Здесь в прошлом ряду в одну точку я провязала 4 столбика. Я нахожу 3 петли для провязывания, которые находятся по центру поворота. И в эти 3 петли я сейчас провяжу по 2 столбика. Точно так же подхватывая заднюю полупетлю и перемычку. Сюда же второй. Это первое добавление. Следующее. Сюда же второе добавление. И третье. В круг получится 6 добавлений. Для такого узора, для формирования плоского дна, необходимо 4 добавления на одном повороте и на другом, то есть 8. Но дно у нас будет не совсем плоское, поэтому 3 здесь, 3 здесь я буду делать. Продолжаю вязать до следующего поворота без добавлений. Здесь точно так же нахожу 3 петли, которые находятся по повороту, и провязываю в каждую из них по 2 столбика. Из 3 получаю 6. Вторая и третья. Продолжаю вязать мой узор, делая по 3 добавления на поворотах, распределяя их равномерно. Подробно остановлюсь на каждом повороте. В третьем ряду у меня уже 6 петель на повороте, поэтому я сделаю добавление через одну. В первую я провязала 1 столбик, во вторую петлю в одну точку я провязываю 2 столбика. Дальше чередую. Следующую 1 столбик, следующую 2. И это уже второе добавление. Снова 1 столбик в одну точку и 2 столбика в одну точку. Это третье добавление. Готово. Вяжу до следующего поворота. И там делаю то же самое. Провязываю 3 добавления через 1 столбик, равномерно распределяя двойные столбики по повороту. Я провязала 3 полных ряда. Здесь сейчас можно установить маркер, чтобы ориентироваться на начало-конец ряда. То есть на этом повороте у меня добавление тоже через 1 столбик. Одинарный двойной, одинарный двойной. Сейчас я вяжу 4-й ряд, и он будет последним рядом с добавлениями. Вяжу до этого поворота. На первом повороте 4-го ряда я делаю точно так же 3 добавления. И вяжу их теперь в те столбики, в которые в прошлом ряду вязала одинарный. То есть вот он первый одинарный, сюда сейчас 2 провяжу, потом 2 и снова двойная. То есть расстояние между добавлениями теперь 2 одинарных столбика. Вяжу двойную.
далее по 1 в 2 и снова двойная, так чтобы добавки были равномерны и не попали на добавление предыдущего ряда. То есть добавление двойные столбики предыдущего ряда я провязываю по 1 столбику, а в одинарный 2. Готово 3 добавления. Теперь вяжу до этого поворота. Здесь делаю то же самое. Мое дно готово. Я провязала 4 ряда. Размер получился 29 сантиметров на 8. Сейчас я хорошенько его отпариваю, даю остыть. Видео по отпариванию у меня есть на канале, для вас оставляю здесь ссылку. Ну, здесь достаточно обычного проглаживания утюгом на этапе донышка. Проверяю количество столбиков. У меня 70 столбиков, это количество больше не изменится. Если ручки вы вывязываете, важно, чтобы было четное количество. Поэтому пересчитайте и скорректируйте. Либо не сделайте одно добавление, либо сделайте лишнее, чтобы четное количество осталось. Продолжаю вязать после отпаривания, не меняя узора, по спирали, ряд за рядом, столбик в 1 петлю, без добавлений. У меня закончился первый моток пряжи, осталось буквально 10 сантиметров. Я вставляю крючок и вытаскиваю столбик, но не провязываю его. Оставляю край нити и уже с нового мотка ввожу нить с небольшим запасом и протягиваю этот столбик. Подтягиваю оба края нити и ввязываю их в полотно. Через 2-3 столбика немножко поправляя, чтобы не было видимого утолщения ни по лицу, ни по изнанке. Продолжаю вязать уже вторым мотком тот же узор, ряд за рядом. Когда кончатся отрезы нити, можно их подшить. Я провязала 34 ряда, ориентируясь на установленный мной маркер, получается 30 сантиметров в глубину. И сейчас я нахожу ровно центр боковой части сумки, поднимаюсь по нему и довязываю до этого места, до этой петли. 2 петли, 2 столбика у меня еще. И перехожу на обвязку края. Это место самое незаметное для того, чтобы завершить вязание по спирали. Обвязку я буду осуществлять в заднюю полукосу петли в 1 нить. Не ввожу крючок в заднюю перемычку, как при вязании всего полотна, а только в заднюю полупетлю кромочной косы. И делаю соединительный столбик. Протягиваю сразу в петлю на крючке. Такими стежками обвязки я прохожусь по всему краю. Получается более завершенным изделие с аккуратным обвязанным краем. Заканчивается ряд обвязки. Последний стежок. Вытягиваю нить. Нахожу первую косу обвязочную. Она через одну находится. В 2 дужки вставляю крючок, увожу нить на изнанку. Теперь мне нужно вернуть ее в исходную петлю. Тоже на изнанку. Подтягиваю. Готово. Вот так это смотрится здесь.
Теперь мне нужно спрятать край нити по изнанке. Ручки я пришью с помощью того же самого шнура, которым выполняла всю сумочку. Отрезаю опаленную часть, цепляюсь за ниточки, чтобы распустить шнур. Вот он тройной нитью взялся. Это неправильно, мне нужна нить одинарная. Еще раз отрезаю все части. Подцепляю. Вот она. Все, пошел распускаться одной ниточкой. Эту нить я и буду вставлять в иглу. Я сложила свою сумочку жестко пополам. Напоминаю, у меня 70 петель в круговую. И сейчас планирую, где будут крепиться мои ручки. Для себя я определила, что гармонично смотрится 13 столбиков между первым и вторым креплением. Подробное видео по пришиванию фурнитуры простым способом есть у меня на канале. Здесь для вас сейчас оставляю ссылку. Можете перейти и подробнее посмотреть. А я приступаю. Готово. Очень стильная, функциональная и простая в исполнении получилась моя сумочка. Клапан, застежку я пришивать не стала, мне показалась она лишней. Все необходимые характеристики по размеру, расходу и материалам оставляю для вас в инфобоксе. Сумка может быть выполнена как из полиэфирного шнура, джута, трикотажной пряжи, так и из хлопкового шнура. На ваше усмотрение. Легкая, быстрая в изготовлении, функциональная и вместительная. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!